Phelps, Bukowski. Beat cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Итак, всем доброго времени суток, любители хороших игр. У микрофона Хью. Я продолжаю играть в LA Noire. В предыдущей серии мы с вами раскрыли умышленное убийство. Жена одного человека вместе со своим любовником решили убить ее мужа, чтобы получить страховку и открыть какой-то бизнес. И они все так подстроили, как будто это автомобильная авария. Ну, в общем-то, мы с вами в деле разобрались. Мы в этом деле разобрались, и виновные понесли наказание. Да, правда, они сами там пострадали. Ее любовника мы застрелили, а любовник, в общем-то, застрелил жену. I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. Понятно. Так, ну что ж, ладно, давайте на новый выезд поедем. Так, что у нас вообще? Дело Прокол. Хорошо. Так. Угнанный автомобиль. Зеленый Кайзер Фрейзер. Номер находится в последнем списке угнанных машин. Хорошо. Давайте место отметим сразу же. Угу. Хорошо, она у нас уже отмечена. Так что зря я тут копаюсь. Давайте пойдем. Даже, наверное, немножко поскорее. Так, хорошо. Где выход? Я путаюсь. А, вот. Все. Нашел выход. Постоянно путаюсь в нашем участке. Так, а давайте вообще посмотрим по карте, куда нам надо двигаться. И где мы сами находимся. Ну, в принципе, это недалеко. Можно, в принципе, и самим поехать. Только я этого так не хочу. Если честно. Кстати, только сегодня выложил первую серию и услышал, прочитал вашу реакцию. Спасибо вам большое. Я так понял, многим. Для многих это было неожиданностью. Ну, это прохождение. Я рад, что я угадал с игрой. You hear whether they're making any progress? Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having her death strewn all over the front pages. Вторая Вест-стрит 6, 12:27 после полудня. Окей, сразу же погоня. Remember, we need him healthy enough to answer questions. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Fraser from 6 West 2nd Street. Хорошо. Подозреваемый уходит. Enough games, Phelps. Take this guy out. Да валю его. Тормози. Все равно тебе не уйти. Lay into his wheel arches. Come on. Блин, физика машины, что ты делаешь? Видали, как его отнесло, типа? Давай тормози, все. Ну да, конечно, превысил скорость.
Давай, Put выходи. your hands where I can see them. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Чё бежал тогда? Так. Автосалон Кумса, 2 стрит 528, Лос-Анджелес, Калифорния. Чек от 11, получается, января 47-го года. Подпись Клифф Харрисон. Ага. Так, давайте ниже. Марка Кайзер Фрейзер, модель Манхэттен. Цена автомобиля $2400. Ага, радиоприемник, зажигалка. Всего $2450. Подержанный автомобиль 47-го года. Угу. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Хорошо. Так. Ну давай. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Так, ну, понятное дело, что он не врет. And the ownership papers? From the same place. Так. Свидетельство о праве собственности на автомобиль 1947 года. Имя Клифф Харрисон. Лос-Анджелес. Так, зарегистрированный владелец Клифф Харрисон. If this is a forgery, it's top-notch. This will need to be traced. Окей, марка Кайзер Фрейзер. Год выпуска 47-й. Марка. Так, 4-дверный, 6-цилиндровый седан. Окей. Ну, вроде как все в порядке. Так, мотив для Do you have a бегства. criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Так, мне кажется, или он что-то как-то немножко засомневался? You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? One reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Окей. Так, ну давай, расскажи нам про свою покупку. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. С Ричардом Кумсом. Так. Ну, даже не знаю. Ну, допустим. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. Хорошо, We're верно. going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence, and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, Detective. Do you know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Так, ну хорошо, давай, Бековский, ты снова нас будешь вести. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Поехали в автосалон Кумса. You know what? I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Справедливо. Справедливо, но... Надо все проверить. Вроде как документы все в порядке.
Может, просто в этом автосалоне тут барыжит краденными авто. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Да меня не интересуют твои седаны. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Идиот. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Клоун, блин. Ладно. Пойдемте к этому шутнику. Показывай, что у тебя тут есть. Here it is. Got the original pink slip there too. Так, ну давай сначала с копии чека начнем. Хотя я уверен, что тут все в порядке. Так, свидетельство о праве собственности. Джин Арчер. Джин Арчер. Кайзер. Подождите. Почему имя другое? Gene Archer. 146 North Fremont Avenue. Это, видимо, предыдущий владелец все-таки. Салон Кумса, Лос-Анджелес. Подпись Кумс. Ричард Кумс. Напечатано для отдела транспортных средств типографии марки Лос-Анджелес. Угу, то есть там могли это дело подделать. Смотрим, что здесь у нас. Угу. Чек. Подпись Клифф Харрисон. Угу. Ну вот, это копия чека. Вот. Чека от Клиффа Харрисона. Но тут вроде как все совпадает. Да, и по цене все то же самое. Подержанный автомобиль. Harrison's purchase receipt was legit at least. Окейшки. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Так, ну давай. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Какая девушка? Ну, рассказывай. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Угу. Расскажи про нее. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. Ну, хорошо. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Хорошо. Так, а что? Что у тебя с типографией марки? Расскажи. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Да вроде снова честен. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquis. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Угу, хорошо.
О When платеже. exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Угу. А вот тут он что-то засомневался. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Хорошо. This was all above board. Yes, of course it was. Никаких откатов, говоришь? А я не могу сейчас взглянуть на это все. Ну, понятное дело, что нет. Но мы можем только усомниться, прямых доказательств, что он лжет, у меня нет. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. Отлично. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. Give a pleasant day, Mr. Coombs. Так, ну ясно. Что тут у тебя? Больше ничего полезного? Фелпс. Фелпс? Что происходит? Ребята, я застрял, я не могу двигаться. Это было очень странно. Я подошел, я не мог шевелиться, не мог выйти с этого места. Так, ну что? Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Узнать, где живет Джин Арчер. Ну, пойдем посмотрим. Так, где тут телефон ближайший? А, вон он. Ничего так, машинки. Прикольные. Но он подержанными торгует. Видно, что у него-то чисто так. Кусочек земли ему выдали. Блин, прикольно, трамвай. Так, и что, я здесь пройти не могу? Ну, супер. Видно, что ему чисто кусочек земли выделили, чтобы только машины стояли, и все. И у него офис-то. Да это не офис, это так. Стол да стул, чтобы документы оформить, и все. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Messages for me, please. James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thank you. Так. Джеймс Беласко. Джеймс Беласко. А при чем тут он вообще? Подозреваемый, управлявший угнанным автомобилем. А, он перегонщик. Так, ну понятно. Давайте-ка, знаете, что мы сначала сделаем? Так. Давайте мы сначала в типографию марки съездим. Я думаю, логичнее сначала туда, потом можно на допрос съездить. Так, давай, вези. You're behind the wheel. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Окей. Так. Сейчас мы с вами будем осматривать типографию. Угу. Так, ну хорошо, пойдемте поговорим с владельцем типографии.
опечатывают все официальные документы. Представляете, какой оборот? And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. Угу. И что, с тобой больше ни о чем нельзя поговорить? Так, ну это вроде как не место преступления. Давайте осмотримся. Тем не менее. Так, погодите, я хочу все посмотреть. Что-то слабо мне верится, что ты тут ни при чем. С тобой поговорить-то нельзя? Well, I trust you've got all that you need. Да, на самом деле нет. I'm at a loss. We could always try the address Archer gave. Maybe she's dumb enough to be sitting at home waiting for us. Возможно. Так, ну ладно, но мы сначала все равно поедем. Угу, видите, типография марки еще не закрыта. Значит, поедем в отделение полиции. Так, а ты мне ничего не скажешь? Go bug someone else, huh? Ты это? Поэлегантнее как-то. Спокойнее как-то. Can you drive to this one? Хорошо, поехали в отделение. Допросим этого перегонщика автомобилей. Не знаю, получится или нет. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Так, вторая допросная. А допросная у нас вот здесь. They weren't even his prints, and he still confessed. Crummy bastard. Спокойней. James Velasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. И опять будет все идеально, да, я смотрю. Свидетельство о праве собственности, имя Джеймс Беласко. Адрес Норт Фремонт, авеню 146. Ага, марка Шевроле. Тип двухдверный четырехцилиндровый седан. The paper is real enough, Velasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Окей. I swear, this town is going straight to hell. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. Дерзкий парень. Дерзкий. Так. Копия чека. Ну, у меня на него ничего нету, так что... You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Velasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Ага. Давайте спросим у него про угон автомобилей подробнее. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Ну да, конечно. Give me something, Velasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last?
Okay, okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Хорошо. Так. Давайте спросим про хранение угнанных автомобилей. Where do you pick up the cars, Velasco? Warehouses. Mainly in East downtown. Да ты опять... An address, Velasco. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid, and we'll see what we can do. Угу. Приблизительно адрес мы узнали. И уже хорошо. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. You want my partner here to convince you that you do know her? I'm giving you the straight dope. I don't know no Jean Archer. Угу. All right, James. Ладно. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA. Ну что ж, хорошо. Единственное, что я последний вопрос Yes, I am. неправильно задал. Can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, I wrote it down. Да мы знаем про него, мы там уже были. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Гордон Лейтвелл, владелец типографии марки Алиса Стрит 323. Так, ну что, попробуем еще раз туда съездить? Any ideas? Phelps, your GTA suspect Gene Archer? Spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Окей, окей. Так, давайте. Быстро тогда поедем туда. Так, ага, у меня это место и выделилось. Я тут пока стою. Это вообще далеко? Давайте глянем. Где это? Это совсем рядом. Давай, давай, залезай, Фелпс. Поехали, поехали, поехали. Она совсем рядом. Где-то здесь. Да куда же ты на своем такси? Отделение Western Union, 3:56 по полудню. Деньги пытаются перевести. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Ну да. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Ну, допустим. Calm down, Gene. Just tell me why you sold the car. You're sweet. You really are. But just get the fuck out of my way. Блин, неправильно. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Так, но по уликам у меня нету.
Так, угон автомобилей. Документы на авто. He's your boyfriend. He's the guy you boost cars with. He gave you up. He thinks you're so dumb you'd steal a free sample. So I'm no genius. I make the best with what I've got. Why are you so cruel? Чё, опять неправильно? Блин. Decided to make this hard on yourself, Gene. Let's see how you handle the hard time. Да, что-то я сплоховал в этот раз. С кем-то получается прям угадывать все, что говорят, а с кем-то совсем нет вообще. Не знаю, почему так происходит. Так, ну и что дальше? Advice? The lead on the pink slips might not have legs, Phelps, but we should give it a chance. Back to Marquis. Типографию? Ну, поехали, что, я туда и хотел сначала. А что это, кстати, за адрес? А, возможно, это дом, кстати. А давайте-ка сначала туда съездим. Давайте-ка сначала в дом съездим. Мне вот интересно. Давай, поехали. Friendly girl. Used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that. But you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Видели, что происходило с машиной? Белаский не мог объехать припаркованный автомобиль. Ну как припаркованный? На аварийке. Ага, приехали. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. Так, вымышленный адрес, окей. Мы хотя бы проверили. Так, Industrial Street мы не знаем, да? Понятно. Так, а может быть это через телефон как-то можно узнать? Или нельзя? Ну, в телефонах поблизости нет. Так, давай, поехали. You're behind the wheel. And where exactly are we going? В типографию поехали. Снова в типографию, окей. Хорошо, я думаю, сейчас разговор совершенно по-другому пойдет. Эти ребята вроде как спокойны. We have some questions for you, Mr. Lightball. Ну, расскажи, что знаешь об угонах. Mr. Lightball, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Mm-hmm. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightball. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, Detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Okay. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Угу.
Так, а может он лжет? Так, и Беласку, да? Ну как мне это доказать? Ну давайте усомнимся. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Mm-hmm. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Да с чего вдруг-то? Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Давай, показывай, что тут у тебя. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Так, хорошо. Давайте смотреть. Повторяющиеся, да? Бибилов. Вот, повторяется, да? Да-да-да. Повторяется. Industrial Street 58. Вот оно. Вот оно, вот оно. You certainly encourage repeat business, Lightball. This Mr. Bigelow is a good customer. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Хорошо. Теперь отправляемся на Industrial Street 58. Да, мы узнали последний адрес. Поехали. You know the way. You can drive. Ага. Industrial Street 58. Хорошо. Call for a couple of black and whites. Get Fleischer down here. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Так, окей. Ребята тут явно настроены не совсем дружелюбно. Да прячься же ты. Так, тихо, тихо, тихо. Вот чёрт. Давай. О-во-во-во. Патроны закончились. Так, они меня сейчас пристрелят. Нужно действовать осторожнее. Хорошо. Осталось двое.
Так, и остался последний. Ну где ты там? Давай сюда. Так, верхний этаж. Так, а где они там? Я их не вижу. Ладно, пойдем аккуратно. Вон он стреляет, да? Лучше бросай оружие. Бросай. Тебе все равно не уйти. Здесь что? Ничего. Так, а что это за оружие? А, дробовик. Окей. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Здравствуй, дорогой. Ну и что тут у тебя? Рассказывай. Угу. А вот и подделка, да? Свидетельство о праве собственности, если содержимое не соответствует описанию или если... Ага. Поставив свою подпись на квитанции. Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. Так, нет, подождите, это поставки, да? Вроде бы как, да? Договор на поставки. Так, а это что? Ага. Санта-Анита Парк, $150. Betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Понятно. Так, хорошо. Что у тебя еще есть? Целая коробка, да, с этими бланками. Свидетельство о праве собственности на автомобиль 1947 года, типография марки. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Ну да, конечно. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Ну, конечно. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy. I get the message. Lightfall, the guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Понятно. Значит, Лейтвелл в долгах. Ну, понятно, на одних заказах, наверное, не проживешь. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. Right. He has no luck. Ты это серьезно, что ли? Ну, это он прикольнулся, конечно. Так. Журнал доставки игры, квитанция. Так, ну я доказать не могу, что он лжет, но он все равно лжет. So if I go over there and check his jacket, your story's gonna ring true? I'm warning you, Bigelow. Give it a try, Flatfoot. For some reason, none of my guys like to bring ID to work. Ага, неправильно задал Whether you give вопрос. up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, copper. I just watched you tear my place up. Хорошо.
Ну, в любом случае, мы теперь знаем, что это все Лейтвол, владелец типографии, который выполняет официальные поставки документов на машины. Так, ясно. Нам нужно только арестовать его. Так, ну все, пойдем тогда в машину. Угу, опять зеваки собрались. Наши ребята все оцепили. Так, ну поехали, давай. Давай в типографию опять. What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightfall, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Понятно. Ну да, на самом деле, многие люди, вот, которые как бы совершают преступления, которые не совсем, так скажем, тяжкие, и они начинают верить в то, что ну, ничего как бы плохого они не делают, все по закону, да? То есть начинают себя, по сути, оправдывать и сами начинают в это верить. Это абсолютно нормальная практика. Психология человеческая называется. Убедить себя в чем-то можно вообще спокойно. И верить в это тоже можно спокойно. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Угу, хорошо. Так, но у нас же есть... ну да, вот у нас есть и горный долг, так что мы можем этим надавить. Save it, Lightball. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. Ой, не знаю, правильно ли я это делаю. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree. I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightball. Не, Gordon верно. Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Ну что ж. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? I want to finish reading this. Ну что ж, отлично. Очередное успешно выполненное раскрытое дело. И открыто достижение гроза печатников. Так, ну мы с вами выполнили на 4. Найдено улик 17 из 18. Одну улику я не нашел. Правильные вопросы 16 из 20. Примечание. Бигелоу бандит, но не дурак. С достаточным поощрением он, возможно, дал бы показания против Лейтвола. Ага, ну мы не смогли на него надавить.
Ну что ж, ладно, господа, давайте мы на этом серию закончим. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели. Не забывайте оценивать, комментируйте видео, вступайте в группу ВКонтакте. На сегодня все. У микрофона был Хью. И до новых встреч. Увидимся.